слишком наивен, чтобы играть в это. Хороший совет, лейтенант. Я хочу стать таким, как ты. Шепард нас предал. Мой парень снова влип в дурные дела. Он так меня достал, я его прогнала. Под раз и наглотался какой-то муть. Гоуст. Чтоб не обижал такого, как Гоуст. чтоб не убежал. Добро пожаловать в партизаны. В самом начале повествования устанавливается мысль о том, что применение баллистической ракеты для устранения одного человека представляется чрезмерным. Само использование подобного оружия является той чертой, которую нельзя переступать, поскольку это может повлечь за собой непредсказуемые и неконтролируемые последствия. Как мою семью. Высокоточных ударов. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Вы с вашим Гарбрани нарушили Не все. произноси его имя! Вы убили его, и вы за это заплатите! Теперь вам поможет только Бог! Игра продолжает свою историю, но без участия русских ультранационалистов, как Modern Warfare 19, а с участием картеля в Санта-Бланке. Не та игра, перепутал. Мечты создать наркогосударство. Нацию Санта-Бланка. А с участием мексиканских латиносов. Фирмас и банкас. Латино. Милос. Латиноамериканас экономи. Один дискомфорт. И иранских ультранационалистов. Мы не атакуем. Мы вторгаемся. Я ничего не нарушил. В отличие от этих людей и их командиров. Я знаю только, что нас перебросили из-за информации в этом телефоне. И куда же? В Северный Иран. Считалось, что Кафаров там и пропавшие бомбы у него. Три. Тоже мне тайна. Чушь какая-то. Я бы вас пожалел, но мне ваших товарищей больше жалко. Они ведь так и не узнали, кто вы такой. Они бы поняли. А вы? Поняли бы, если бы друг переметнулся на сторону врага? Русские нам не были Да, врагами. бля, они же ваших друзей убили. Полегче. Мы перехватили переговоры между Димой и его кураторами из Киева. Он тоже был в Иране. В Modern Warfare 2 та же тема с серой моралью, где персонажи сталкиваются с необходимостью принимать трудные решения в условиях размытых границ между добром и злом. Иди туда, иди туда. Я понятия не имела, что буду участвовать в этом. Это было прослушивание, которое мне подвернулось. Мне подвернулось это прослушивание. Я подходила на роль и прошла его. Я понятия не имела, что это за роль. Я подписала соглашение о неразглашении. Знаете, все было в секрете. Вот так. Я знала, что это что-то крупное, но понятия не имела, что это на самом деле было. Когда я пришла на прослушивание, мне сказали, что это будет бегемот. И я подумала, окей, похоже, это большой проект. Герои, ведомые благородными, но наивными намерениями, вынуждены маневрировать в мире, где моральные принципы постоянно подвергаются испытаниям. Кто продал вам эти ракеты? Меня это не ебет. Всади ему пулю в коленку. Их союзниками становятся сильные женщины, чья сила и решительность скрыты за внешней хрупкостью, но способны дать отпор любому мужлану, который усомнится в их компетенции. Эта страна – рассадник терроризма, и вы, бабы, этих террористов плодите. Так это вы напали? Ни хрена! Я верю Капралу. Женщины и мужчины должны иметь одинаковые возможности, права и обязанности. Но ты же говорил другое. Еще раз наврешь, поедешь домой по частям, сука. Еще. Они действительно хотели сделать персонажа очень мужественным, потому что, очевидно, им нужна была сильная женщина, которая оказалась главой картеля. Так что я решила, что это будет для меня, потому что у нас есть очень популярная латиноамериканская версия Королевы Юга Ла Рейна дель Сюр. Потому что это было то, что они нам предложили. Но она очень мужественная. Она такая, что просто излучает мужскую энергию.
И она очень женственная. Если уж на то пошло, она использует свою женственность как силу, как способ манипулировать. У меня такой характер, ты со мною не шути. Но проигрывая, выигрывают. А как СССР воевал с Третьим Рейхом? Тоже много проигрывал, чтобы выиграть. Сюжетная канва Modern Warfare 2 вращается вокруг американских ракет, которых продает генерал Шепард как новогодние елки всем желающим ультранационалистам, конечно же. У всех свои секреты, капитан. Какого хрена я не знал об этом? Информация секретна, и тебе за нее не Я заплатят. требую повышения. Кончай. Бюджет Пентагона не резиновый. Я сам у Баркова деньги занимал, Шепард вор. пока он свой домик строил. Я исполняю долг патриота. Шепард хуйло. Ты плавай, но за буйки не заплывай. Вы все равно вне закона теперь. А потом? Займусь вами. Вот так и поговорили, в общем. Новая история Modern Warfare строго придерживается канонов и значит те же сюжетные повороты, но с новой историей. История раскрывает теневые связи генерала Шепарда с различными радикалами, что создает дополнительную напряженность и непредсказуемость в развитии событий. Мы никому не нужны. Это грязная Не тема. нужны. Про Россию вспоминают только когда мы нуждаемся в помощи. И это, скажу я вам, абсолютно нормально. Помимо нас в мире еще 200 стран. Это русская ЧВК! Эти что здесь забыли? Внимание всем! У нас тут русская ЧВК! Противник русские! Твою мать, Грей! Ты говорил, что много! В центре повествования вновь оказываются знакомые персонажи. Капитан Прайс со своим протеже сержантом Гарриком под позывным ГАЗ, где их знакомство раскрыли хорошо в Modern Warfare 19. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Ладно, Гарик. Ты со мной. И лейтенант Саймон Райли со своим протеже Джонни Мактавишем, который для остальных просто мыло. И уже в самой игре идет раскрытие их нерушимой дружбы. Ну знаешь, ну упало у меня один раз мыло, ну наклонился я. Дружба и взаимовыручка становятся ключевым элементом сюжета, помогая им преодолевать трудности и справляться с врагами. Прайс в конце истории Modern Warfare 19 настоял на создании оперативной группы ОТГ-141, что резиденту ЦРУ Кейт Ласвелл пришлось согласиться. Сержант Гарик. Кайл? Его называют ГАЗ. Джон Мактавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Без сплетен. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. Чисто мужские дела. Я плачу гачи, а не пидорамы. Тогда пей свой чай. А мы бюджет не резиновый. Как ты называешь свою команду? 1-4-1. Защитники. Она хоть и сильная, но от мужиков не откажется, ведь она имеет агента по всему миру в рядах разных спецподразделений, когда еще пару хороших латиносов добавляется. Альхандро и Родольфо. Вам нужны люди, которые знают эту сферу. Иногда они говорят: не волнуйся, я буду твоим менеджером на всей территории Латинской Америки. Но это не работает. Мексика тут для повестки США. Беременных детей спаривали штыками, а женщин бросали в огонь. Детей. Ага. Об этом не пишут. Что в наше время есть девочки, которым уже 20 лет? Где события происходят в одном абстрактном мексиканском городе, расположенного на территории Нью-Мехико. Золотая лихорадка. Верно, Ник? За этого кандидата я бы проголосовал. Иногда мне кажется, что на Мексику сильно наговаривают в кино. Мексика предстает в роли своеобразного козла отпущения, на которого навешиваются всевозможные ярлыки. Собственно, поэтому я нахожу схожести Мексики с Украиной. Ситуация схожа и повестки почти идентичны. Сравнение Мексики с Украиной, безусловно, имеет право на существование. Обе страны стали ареной геополитических игр, где интересы крупных держав сталкиваются с внутренними проблемами. И
противоречиями. И в том и другом случае мы видим попытки использовать медиа для продвижения определенной повестки, притянутой за уши. Состава. И не мешайте работать профессионалам. И какого хуя я шизу гоняю? Я могу вас мордой о асфальт. Мой большой братик. Я 30 лет людям кокаин в мозги сыпал! Какие ваши доказательства? Кокаином. В Modern Warfare 2 отражена тревожная тенденция, когда бывшие жертвы становятся агрессорами, а геополитические реалии преломляются сквозь призму развлекательного контента. Конфликты поднимают острые вопросы о политике США и ее последствиях для других стран. Когда Мексика воевала с США, американцы носили зеленые мундиры. Когда это было? В 1847 году. Мексиканцы говорили им: зеленые, уходите домой. Green, go home. Как это смешно! Будете смеяться позже. Так, дело вот в чем. Меня здесь сумасшедшего вырядили. И никто не желает меня здесь слушать. Добавить еще можно по мультиплееру, который присутствует, но поиграть не представляется возможным, продолжая сюжетную линию в кооперативном режиме. Когда тут продумано куда лучше, чем в предыдущей игре, разные головоломки и гибкость ситуации. Но либо ждешь долгое время, либо подключаются англоязычные школьники и начинается путаница. Поэтому для меня лучшая сетевая игра это Battlefield. И еще Activision печется об авторском праве и борьбе с пиратами. Что для игры Call of Duty придуманная странная система лаунчеров. И чтобы поиграть, нужно зайти сначала в лаунчер, а потом в игру. И при этом должна быть стабильная сеть, чтобы можно было играть даже соло.